Вячеслав Владимирович, приветствую. Добрый день. Прямо сейчас проходит пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ. Начнем с разбора основных заявлений. ОБСЕ готова поддержать любые усилия, на которые согласятся стороны конфликта на Украине, чтобы положить ему конец. И тут же, я думаю, важно будет заявление Лаврова процитировать. За последние годы руководители организации придумывали разные предлоги, чтобы в Москву не приезжать. Вот на ваш взгляд, почему вдруг именно сейчас, вот когда вроде бы вот шатко-валко, но тем не менее выстраиваются некие контакты дипломатические, в частности между Россией и Соединенными Штатами, и вдруг тут подключается ОБСЕ? Именно потому, что контакты и выстраиваются. Знаете, когда вы зависите от Соединенных Штатов, а ОБСЕ зависела от Соединенных Штатов, потому что все международные организации после создания однополярного мира зависели от Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты с Россией вообще не разговаривают, то и вам как-то не камильфо с Россией разговаривать. Иногда приходится там куда-то там в Донецк посылать наблюдателей, которые ничего не видят. Но зачем же приезжать, беседовать и так далее? А когда Соединенные Штаты начинают с Россией разговаривать, тогда и вам надо. Что, как же? Начальник общается, а вы что? Будете дома сидеть? Некрасиво как-то. Поэтому приезжают и будут приезжать. Иначе возникнет вопрос, а зачем тогда ОБСЕ? У нас он уже возникал, кстати. Целесообразность вообще существования этой организации? Да, у нас вообще возникал вопрос по поводу большинства международных организаций, потому что понятно, что они были за время однополярного мира отформатированы под Соединенные Штаты. Наша дипломатия, кстати, Лавров заявляла, что возникает вопрос, нужны ли они в нынешнем виде и сумеют ли они переформатироваться в новое состояние, которое будет необходимо в многополярном мире. Ну, действительно, пока что на этот вопрос ответа нету. Если они окажутся не нужны в многополярном мире, то большое количество высокооплачиваемых международных бюрократов потеряет работу. Они явно не хотят терять работу. Ну, по крайней мере, до того, как идут на пенсию. Потому что у них и пенсии хорошие, очень хорошие. Так что они будут приезжать, им надо о себе заботиться, о своем будущем. Тем более организация-то может и останется, но в крайнем случае людей поменяет. Ну, людей-то в любом случае поменяют. Понимаете, никто не вечен, да? И министр приходит, уходит, и президент, и депутат, и международные бюрократы там, и так далее. Но вот как раз если ваша организация будет не нужна, то вы можете потерять свою работу раньше, чем вы рассчитывали. Они не хотят, и никто бы на их месте не хотел. Еще раз говорю, это очень высокооплачиваемая работа, причем не особенно напряженная. После нее вы получаете по любым меркам, даже по европейским или американским, огромную пенсию. Чего же нет, чего же не поработать и не сохранить, попытаться свою организацию? Тем более, что это еще возможно. На ваш взгляд, делегация увидела в той мере, в которой должна была, наверное, увидеть последствия атаки беспилотников в Видном, ну и вообще в Подмосковье? Ну, а что они должны были увидеть из того, что они не видели? Они же свою позицию заявили. Вы слышали? Там, мы потрясены, мы возмущены. Слышали такое? Да, я не слышал. Неоднократно от других организаций слышали. Нет, и не в адрес, прошу прощения, России. Я говорю, вот в данном случае вы слышали, что они там что-то там будут принимать меры, там какие-то? Нет, ну и я не слышал. Они только сказали, что не готовы. Мы же сейчас их процитируем. Они готовы содействовать сторонам в заключении мира в той мере, в какой стороны будут к этому готовы. Ну так это и я готов содействовать, потому что стороны не готовы. Мне вообще ничего не требуется. Подожду, пока будут готовы. Если им содействие понадобится, они мне позвонят. Очень удобная позиция, вообще ничего делать не надо. Я же говорю, у них работа хорошая. Сделал заявление и уехал себе. Очень легкие политические очки. Вам вообще, за вас даже думают. То есть вам ничего вообще делать не надо. Вот если Россия с Украиной договорятся каким-то образом, все за стол приглашаю, вы можете присутствовать. Вы скажете, ну да, мы как ОБСЕ обязательно, конечно, приедем, послушаем, поприсутствуем там.
Вас, скорее всего, даже не выгонят. Скажут, ну да, конечно, а что ж, поприсутствуйте. Вы поприсутствуете, поработаете, опять в командировку съездите. Мало ли в какой интересной стране переговоры проходить будут. Да даже если им не интересно, и все страны интересные, особенно если вы там не были. Всё. И особенно если вы в ОБСЕ, делать вам особенно нечего, у вас будет обширная культурная программа. Чего не съездите? Вот, так что вполне они поучаствуют, конечно, в установлении мира. В той мере, в какой умеют. Но итог один. Вот реальной пользы-то ноль. Ну, реальной пользы ноль. Зато сколько нереальной пользы реальным людям. Там работает большое количество международных бюрократов от самых разных стран. Понимаете, в чем сила этих организаций? Туда приезжают не последние люди, практически из всех государств. Из всех. На работу. Ну, потому что там откуда-то там, из жилищной конторы, да, вас не возьмут работать в ОБСЕ. Вы должны работать или в МИДе, причем не на последней должности, или в другом профильном ведомстве. Они все приезжают на очень хорошие зарплаты, на срок там 10-12 лет, ну, кто-то меньше. Вот, и, как правило, потом они выходят на очень хорошие пенсии. Причем не своей страны, а международной организации. В ОБСЕ и в ООН, по крайней мере, точно. Если возникает вопрос, нужна ли организация, заключение же дают национальные ведомства. Да? Нужна ли она? Национальные ведомства все как один сообщают, конечно, нужна очень полезная организация. Безумно полезная. Мы без нее как без рук. Обосновывают. Поэтому такую организацию очень сложно отменить. И, действительно, если с пользой использовать, то она нужна. Вопрос заключается в том, а будет ли от нее польза или не будет. А ответить на этот вопрос мы сейчас не можем, потому что это проблема, в том числе и двусторонних, и многосторонних отношений в мире. Понимаете, когда-то ОБСЕ же создавалась не просто так. Вначале СБСЕ, да, Совет по безопасности и сотрудничеству, потом ОБСЕ, организация. Они действительно создавались как такой форум, на котором не просто по обмену мнениями, но где принимались достаточно серьезные решения, которые действительно сделал много для обеспечения европейской безопасности. Но с течением времени, когда мир стал однополярным, извините, если все решают Соединенные Штаты, чем заниматься ОБСЕ? Штамповали решения Соединенных Штатов. А что она еще больше может сделать? Когда вы работаете 20 лет пожарным, да, то вам потом очень сложно стать там моряком даже не торгового, а рыболовного флота, правда? Переквалифицироваться надо, вы уже привыкли. Значит, вам просто проще доработать в таком режиме. А представляете себе, вот, когда у нас возник однополярный мир? Где-то в начале 90-х годов прошлого века. Он прошло уже 30 лет. За это время в ОБСЕ сменилось, наверное, где-то 3 поколения бюрократов, сотрудников. Там же ротация проходит. Да? Вот. То есть уже несколько поколений работали в таком режиме. Передавали друг другу опыт. Да? Нарабатывались определенные, кстати, правила игры там, и так далее. Сейчас надо перестраиваться, переделывать все это. А какой будет многополярный мир, они не знают. И мы не знаем. Этому миру они уже не нужны. Он уже не такой, как их востребовал. А тому они еще не нужны, потому что никто не знает, кем он будет. И встроиться в него невозможно, пока он не появился. Вот они и пытаются как-то выживать, то есть никому не мешать. Договоритесь. Мы скажем, хорошо, это прекрасно просто. Не договоритесь, мы скажем, жаль, что не договорились. Потому что мир лучше, чем война. Скажите, разве это не правда? Мир же лучше, чем война. Лучше. Если договорились, это же хорошо. Хорошо. Если не договорились, это плохо. Плохо. ОБСЕ полезная организация, правда? Она же полезные вещи говорит, правильные. А если, допустим, наблюдатель ОБСЕ не видел, с какой стороны прилетел снаряд, он что, должен был говорить, что он видел это? Не видел он. Он же говорит, что снаряд прилетел. Да, снаряд прилетел, вот сюда попал. С какой стороны не видел. Он правду говорит. Зачем же ему врать-то?
Ну, кстати говоря, МАГАТЭ очень тактично поступили, когда вместо того, чтобы говорить открыто и прямо, значит, с какой стороны прилетело, они просто в качестве такого безопасного пути для ротации выбрали наши исконно, так сказать, исторические территории российские. И вот это действие, мне кажется, говорит само за себя. Ну, знаете, любое действие можно объяснять по-разному. Можно же сказать, что они ехали по нашим территориям, потому что были уверены, что украинцы по ним стрелять не будут. На нашей территории. Да? А мы по ним не на их территории, возможно. А можно сказать, что они ехали по нашим территориям, потому что они были уверены, что здесь провокаций против них не будет, потому что мы их организовывать не будем. А украинцы могут организовать провокацию, взорвать их машины, и сказать, что снаряд прилетел с нашей территории. Правда? Или даже просто там из своей пушки выстрелить из куста и сказать, что это с нашей территории прилетело. Все в этом мире подлежит трактовкам. А уж в международных отношениях трактуется вообще все. И каждый рассказывает, как он видит этот процесс. Каждый объясняет все по-своему. Поэтому опираться на какие-то действия там, и так далее никогда невозможно. Ведь возможно опираться всегда только на общность интересов. Вот есть у вас общие интересы с каким-то государством, вы с ним найдете общий язык. Нет у вас общих интересов, да хоть разбейтесь, вы общий язык не найдете. Потому что вам не за что будет зацепиться. Поэтому как раз и работа дипломатов, кстати, не все дипломаты это понимают, значит, но профессиональные понимают, да, их работа заключается в том, чтобы вот этот общий интерес найти. В самые тяжелые ситуации, когда, казалось бы, вас ничего не сближает, да, а вы готовы просто вцепиться уже друг другу в глотку, для того, чтобы найти путь к миру, работа дипломата заключается в том, чтобы найти этот общий интерес, вытащить его, положить на стол и сказать, давайте вот от этого начнем плясать. Вот здесь у нас единое мнение, да? Да. Вот давайте на него обопремся и будем смотреть, как нам этот общий интерес реализовывать, что мы должны сделать для того, чтобы он стал общее и шире. И чтобы в конечном итоге он заполнил все пространство наших отношений. Когда вы идете таким путем, вы приходите к взаимоприемлемым решениям, особенно если ваш визави по переговорам тоже готовы идти таким путем. Но если с такой точки зрения исходить, достижение мира, вот такая вот действительно общая цель, которой сейчас многие придерживаются. Но получается, что ОБСЕ на протяжении 3 лет плевать хотели на этот мир, если вот всячески избегали контактов с нашей страной, которые изначально... Как вам сказать, все плевать хотели на этот мир. Каждый хотел и сейчас хочет получить мир по-своему. У нас есть как минимум 4 позиции сейчас. Раньше было меньше, сейчас есть 4 позиции. Каким должен быть мир? Соединенные Штаты говорят, значит, мир должен быть по линии разграничения. С этой стороны европейские миротворцы. Значит, с той стороны Россия пусть делает все, что хочет, нас не интересует. Вот. Украинское государство остается на оставшихся территориях в неприкосновенности. И дальше ведете переговоры, как там вам урегулировать ваши взаимоотношения дальше. Главное, чтобы не стреляли. Мы говорим, нет. Значит, все наши территории, которые записаны в нашу Конституцию, они наши. Пусть они уйдут из Запорожья, из Днепропетровска. После этого мы прекратим огонь. Значит, будем с ними вести переговоры. Значит, с Зеленским мы не можем вести, мы не считаем его легитимным. Пусть нам найдут легитимного, значит, переговорщика. И мы будем договариваться о том, чтобы они свои вооруженные силы сократили, почти до 0. Значит, чтобы нам не угрожать, чтобы на их территории никогда ни одно государство не могло, кроме нас, развернуть свою военную базу. Значит, чтобы они полностью от нас зависели. И тогда, да, тогда этот мир нас устраивает, потому что тогда с этой территории нам не будет исходить угроза. А та, которую могут представлять недобитые бандеровцы, уж эту мы как-нибудь переживем. Значит, украинцы говорят, нет, мы хотим, чтобы все территории, которые входят в нашу Конституцию, записаны, стали нашими опять, да? Чтобы Россия ушла, значит, в границы 91 года, чтобы она выплатила там 300 миллиардов контрибуций, чтобы нам также передали 350 миллиардов российских активов, арестованных за рубежом. Значит, вот. Ну и да, тогда дальше мы бы готовы договариваться о мире. Значит, и сейчас присоединились европейцы, которые говорят, мы точно не знаем, что мы хотим. В целом мы поддерживаем Украину, но что-то мы еще хотим, и когда начнутся переговоры, мы обязательно придумаем и вам скажем. Вот у нас есть 4 позиции, видите, они не совпадают. Все за мир,
но позиции между собой не совпадают. Вот. И поэтому, когда мы пытаемся за что-то зацепиться, да, нам американцы говорят, давайте прекратим. Мы говорим, давайте. Говорят, по линии разграничаем. Мы говорим, нет. По линии нашей границы. Нашей границы, которую мы уже провели, да, с новыми регионами. По этой линии мы готовы прекращать огонь. Значит, американцы говорят, давайте поговорим мы с украинцами сейчас. Вот они нам сейчас сказали, мы сейчас встретимся с ними в Джиде и выясним, что они хотят. Насколько они готовы уступить. Это же официальная позиция Соединенных Штатов. Наша делегация поехала в Джиду для того, чтобы выяснить, насколько Украина готова к уступкам. Значит, вот сейчас мы послушаем, что они скажут после этих переговоров. Насколько Украина готова к уступкам, не готова к уступкам, какие это могут быть уступки и так далее. И тогда мы можем говорить о том, мы вообще можем о чем-то разговаривать в дальнейшем. Или переговоры сорвались, значит, Украину мы выносим за скобки и говорим тогда Соединенным Штатам, Украина, ладно, мы с ней разберемся без вас. Значит, у нас с вами куча противоречий. Вот мы сейчас начали решать вопрос с нормализацией работы дипломатических ведомств. Давайте дальше будем решать другие вопросы. Когда Украина созреет, если созреет, тогда мы ее пригласим за стол переговоров. Если не созреет, мы ее раздавим, значит, и забудем о ней. То есть фраза Трампа «если что, мы уходим» вполне себе точно описывает Трамп до этого говорил Зеленскому, что ты можешь допрыгаться до того, что Украины просто не будет. И это даже не только Трамп говорил. Это, кстати, и наши руководители говорили, и европейцы говорили. Это уже понятно всем. То есть, понимаете, если проигравший войну не хочет садиться за стол переговоров и разговаривать о мире, который устроит победителя, он может поторговаться. Да? Но он не может изначально говорить, пусть победитель уйдет, заплатит мне деньги, а я тогда подумаю, стоит ли с ним заключать мир. В таком варианте его просто будут давить до конца. Да, мы не хотим их давить до конца. Мы считаем, по крайней мере, на уровне руководства, мы считаем, что нам это невыгодно. Это слишком большой кусок, боимся подавиться. И вообще сложная геополитическая ситуация, поэтому предпочитаем нарезать солями мелкими кусочками. И если уж даже присоединять Украину всю, то, возможно, через какое-то количество лет или даже десятилетий, если повезет. Но если мы не сможем договориться сейчас об устраивающем нас мире, мы готовы дойти до конца. Уже говорили, пожалуйста, мы готовы дойти до западной границы Украины. Будете воевать дальше пойдем. А что делать? Война заканчивается тогда, когда прекращает воевать кто-то один. Если никто не прекращает, она продолжается. Либо же, когда кто-то один просто исчезает с политической карты. Соответственно, мы готовы к тому, что нам придется стереть Украину с политической карты мира. И мы заявляем, что мы этого не хотим. Мы понимаем, что это влечет за собой определенные издержки и для нас. Потому что это огромная территория, на которой когда-то жило население треть от российского, сейчас меньше. Мы понимаем, что население, которое пережило 3 года тотальной войны против нас, они вели против нас тотальную войну. То есть мобилизация проходила на психологическом уровне всех. Не только тех, кто воевал, но и тех, кто в тылу находился. И да, конечно, там остались люди, симпатизирующие России. Это не один человек, не 2, и не 200, и даже не 2000, их больше. Возможно, даже исчисляются миллионами. Но большинство, как минимум, не симпатизируют. Потом они, опять-таки, они привыкли жить в совершенно другой экономической системе. И восстанавливать такую разрушенную страну, огромную страну, при недостаточном демографическом потенциале ее и недостаточном демографическом потенциале собственном, при том, что Украина сейчас находится вообще в состоянии демографической катастрофы, и при том, что даже среди оставшегося населения большинство, не все, но большинство, как минимум относятся к нам, скажем так, с осторожностью и без большой любви. Это очень тяжелая нагрузка. При том, что, опять-таки, мы не решили все свои геополитические проблемы. У нас есть еще масса проблем, которые требуют и ресурсов, и внимания, и усилий, и не меньших, чем те, которые были затрачены на Украину. И поэтому, естественно, мы хотим заключить какой-то компромиссный мир, который обеспечит нам безопасность на западном направлении, позволит не связывать там силы, создаст между нами какой-то буфер и нашими враждебными по отношению к нам государствами, через который до нас не доберешься. И этот буфер будет под нашим контролем, будет формально независимым.
Потому что тогда, понимаете, для чего нужна формально независимая буферная зона? Тогда вы нападаете не на Россию, вы нападаете на нейтральное государство в начале. Вам надо пройти через ее территорию. То, что она контролируется Россией, это уже дело десятое. Нападаете вы вначале на нейтральное государство. И со всеми соответствующими последствиями в плане международных отношений, даже в плане нашего позиционирования по отношению к этому конфликту. Вот. То есть это не значит, что через эту буферную зону нельзя пройти, до нас добраться. Просто это нашему противнику увеличивает издержки, прежде чем он до нас доберется. Осложняет его общее положение. Вот мы хотим такую зону, значит, создать, и мы согласны на таких условиях сейчас компромиссный мир подписать. Это общие условия, да? Какие будут границы этой зоны, значит, какая будет власть в этой зоне, значит, как она будет избираться и так далее, как будет называться это государство, это все предмет переговоров. Это можно обсуждать, можно по этому поводу торговаться там, и так далее. Нам говорят, нет. Вот наши, так сказать, украинские партнеры, да, по переговорам, потенциальные, пока еще не партнеры, они говорят, нет. Вы уходите в границы 91 года, платите деньги нам. Значит, сколько мы сейчас посчитаем, может быть, мало назвали. Сейчас еще посчитаем точно, сколько надо заплатить. И тогда, да, то есть 300 миллиардов это сразу. И 350 это сразу. А там мы еще будем считать. Потому что они там и о 2 триллионах говорили. Там, и так далее. И тогда уже как-то там на мирное соглашение. В таком режиме мы говорим, хорошо, тогда мы продолжаем воевать. Потому что мы начали боевые действия, да, именно из-за того, что с вашей территории исходила угроза нам. Вполне осязаемая материальная угроза. Не потому, что вы там песни пели там про Путина или еще про кого-то, а потому что вы угрожали нам вооруженной рукой со своей территории. Поэтому начали боевые действия. Если вы собираетесь оставить все как есть, значит, то тогда мы будем продолжать боевые действия до тех пор, пока вас вообще не будет. И да, мы понимаем, что нам от этого будет хуже, да, нам будет тяжелее. Значит, в послевоенном мире. Нам надо будет как-то рекультивировать эту территорию, на которой вы раньше жили, потому что вас там уже не будет. Но мы как-то это переживем. Придется переживать, да, значит, эти сложности, но мы это как-то переживем. Значит, вот сейчас такие у нас позиции. Это прекрасно понимают Соединенные Штаты, но, понимаете, Соединенные Штаты не будут решать наши проблемы, они решают свои проблемы. А их проблема заключается в том, чтобы восстановить свою гегемонию. Они этого не скрывают. Когда Трамп говорит сделать Америку вновь великой, он имеет в виду не сделать Америку одной среди многих, равноправной. Нет. Равноправная она и так. У нее сейчас даже больше прав, чем у других. Он имеет в виду сделать ее единственным гегемоном. И это тоже позиция, которую мы учитываем. Да? Мы сейчас просто с Соединенными Штатами маневрируем. Мы понимаем, что у нас далеко не общая позиция на переговорах. Мы маневрируем для того, чтобы занять наиболее выгодную, кстати, стартовую позицию перед тем, как мы конкретно сядем за стол переговоров и начнем уже дальше вести или не сядем. Значит, начнем с ней вести беседу. Как будет этот фундамент складываться, пусть и по кирпичику. Но сейчас мы прервемся на новости, вернемся в студию через пару минут. Ростислав Владимирович, как вы думаете, Зеленский вышел из-под контроля Соединенных Штатов? Понимаете, я язык смазолил за последние годы, еще задолго до Зеленского, до его появления. Но люди все равно не понимают, что практически нет политиков, которые бы находились бы под 100% контролем, и нет политиков, которые бы вообще бы никак никем не контролировали, были бы абсолютно независимыми. Потому что даже в своей стране, даже абсолютный монарх наследственный, значит, он все равно зависит от групп влияния, так как они представляют интересы значительной части населения страны. И, соответственно, если он не соответствует интересам населения, то он быстро власть потеряет. Каким бы суперполномочным лидером он не был. Точно так же и во взаимоотношениях международных любое самое маленькое государство имеет возможность влияния на любое самое большое. Важен уровень влияния. Да? Понятно, что Трампу, значит, бороться с Зеленским значительно легче, чем Зеленскому с Трампом. Но, в конце концов, Украина со всеми ее, кстати, политическими лидерами находится под боком не у США, а у России. Все они вышли еще из Советского Союза.
Даже Зеленский при распаде Советского Союза был уже взрослым мальчиком. Вот все остальные президенты Украины до него, они вообще были вполне себе взрослыми людьми в момент распада СССР, состоявшимися уже людьми. Значит, Россия всегда была заинтересована во влиянии на Украине. У нее были для этого рычаги. Много Россия добилась влияния на Украине за 30 лет. Какого-то добилась. Но значительно меньше, чем, допустим, Соединенные Штаты и Европейский Союз. По крайней мере, они смогли произвести на Украине 3 переворота, а Россия не смогла противодействовать ни одному из них по уровню своего влияния. Почему? Потому что многое зависит от выбора местных элит. Им предлагали выбор. Россия предлагала очень хороший выбор им. Они сделали выбор в пользу другой стороны. И вот этот их выбор практически определил уровень влияния и Вашингтона, Москвы, Брюсселя на Украине. Это был их самостоятельный выбор. И это их влияние на мировую политику, и их влияние и на Россию, и на Соединенные Штаты, и на Европейский Союз, потому что их выбор определял и геополитическую расстановку сил в определенной степени. Понятно, что он не был абсолютным, да, для расстановки геополитических сил. В большую часть имели внутренние процессы, которые шли в этих государствах, союзах там, и так далее. Но они тоже на это влияли. Это было их влияние на окружающие их страны. Оно могло быть большим, если бы они проводили более разумную политику. Оно могло быть меньшим, если бы они проводили бы вообще неразумную политику. Оно было таким, каким оно есть. То есть вы можете свое влияние увеличить до определенной степени, можете его уменьшить. Понятно, выше головы не прыгнешь. Вы не будете более влиятельным, там, будучи Украиной, чем Соединенные Штаты, или чем Россия, или чем Европейский Союз. Но каким-то влиянием вы все равно обладаете. Поэтому сказать, что Зеленский вышел из-под контроля, вошел под контроль и так далее, невозможно. Можно сказать, что мы сейчас видим, что у украинского руководства, у действующего руководства Соединенных Штатов интересы разошлись в плане урегулирования украинского конфликта. Это может быть временное расхождение, может быть постоянным. Потому что пока что даже Трамп не говорит, что это навсегда. Он говорит, что вполне можно вернуться еще к предшествующей политике. Могут Соединенные Штаты вернуться. Мы видим, что интересы разошлись, что они вступили друг с другом в борьбу. И понятно, что если стороны вступают в борьбу, при том, что одна из них слабейшая, вот как мы с вами в перерыве говорили, да, что Украина тоже на что-то рассчитывает, когда она борется с Россией. Она точно так же на что-то рассчитывает, или Зеленский на что-то рассчитывает, когда он борется с Соединенными Штатами. Он рассчитывает на то, что у Трампа достаточно лимитировано время для того, чтобы достичь определенных успехов. Он рассчитывает на то, что против Трампа существенная американская оппозиция, которая считает его политику неправильной. Он знает, что против Трампа большая часть Европейского Союза, по крайней мере, пока что, большая часть Европейского Союза против Трампа, и поддерживает именно его, значит, оценку ситуации в противостоянии с Россией. И вот все это вместе, значит, подталкивает его к тому, чтобы пытаться Трампу противостоять и пытаться заставить Соединенные Штаты так или иначе, не в единственном числе, это не Зеленский лично будет делать. Зеленский, Европа, американская оппозиция заставит Соединенные Штаты вернуться к позиции Байдена. Байден тоже президент Соединенных Штатов был. И он тоже преследовал интересы очень крупного сегмента американского политического, экономического и так далее. Поэтому не надо думать, что пришел Трамп, просто все развернул, и теперь так будет всегда. Трамп во время своего первого срока ничего не смог развернуть. Сейчас он только пытается еще. Да, он сейчас лихо начал, шашкой машет в самые разные стороны, но что у него из этого получится, еще надо будет посмотреть только. И те, кто считает его политику неправильной, с ним активно борются. Зеленский один из них. Просто он находится на передовой. Вот, мы же уже 10 лет говорим, что Запад ведет войну с Россией. И Запад говорит, да, мы ведем войну с Россией. Но говорим мы, и они говорят, об украинско-российском конфликте. Потому что Украина находится на передовой, все видят. Вот она война, вот там стреляют, там танки горят, там люди гибнут.
мы не говорим о конфликте Россия-НАТО военном, мы говорим об украинско-российском. Хотя мы понимаем, что это конфликт Россия-НАТО, Россия-США. Вот точно так же и здесь. Зеленский находится на передовой, но противостояние идет не только между Зеленским и Трампом, даже не столько между Зеленским и Трампом, сколько между сторонниками разных концепций американской и европейской внешней политики. Правые консерваторы предлагают более умеренную политику, военную, с акцентированием на экономическое подавление Китая. Они считают, не без оснований считают, что, сконцентрировавшись на подавлении Китая экономическом, они могут достичь большего успеха, значит, и что они даже могут рикошетом серьезно ударить по России. А уже потом пытаться, значит, опять санкционным путем давить Россию. Это по одной простой причине. Китай в значительно большей степени, чем Россия, зависит от мировых рынков. Китай зависит от международной торговли, в том числе от торговли с Соединенными Штатами и с Европой. И если ему грамотно перекрыть его торговые потоки, китайская экономика может обрушиться быстро. Это не значит, опять-таки, что это легкое одностороннее движение. У нас просто многие говорят, что кто-то что-то может сделать. Представляешь, что это просто как человек кнопку нажать, и все совершилось. На личном порядке. Да? А нет. Значит, у Китая тоже есть леса влияния на Соединенные Штаты, и там тоже будет идти борьба, кто первый рухнет, и кому будет хуже, там, и так далее. Но, да, у Соединенных Штатов есть теоретическая возможность выиграть раунд с Китаем, обрушить его экономику, поскольку для нас Китай сейчас тоже один из основных торговых партнеров, если не основной вообще, то понятно, что обрушение китайской экономики приведет к обрушению китайских закупок, соответственно, к обрушению нашей внешней торговли, что непосредственно отразится и на нашем бюджете, и на нашей внутренней стабильности, потому что меньше продаешь, меньше производишь, меньше надо рабочих рук. Безработица растет. Общий самый баланс торговый ухудшается. Бюджет недополучает деньги. Социальная сфера начинает проседать там, и так далее. Вот в это время, говорят трамписты, мы придем, будем давить Россию санкций. У них будет все плохо, Китай уже будет выключен из борьбы, а мы будем давить Россию санкциями. Тогда мы победим. Но только надо для этого там, 5-10 лет, значит, сосредоточиться на себе, перетащить к себе промышленность, которую вы, проклятые мерзавцы-демократы, выпустили за пределы Соединенных Штатов, и сейчас мы зависим от производства в Китае, в Юго-Восточной Азии, и так быть не должно. Значит, Америка должна быть мастерской мира. Надо всю промышленность свести назад там, и так далее. Это сложный, очень сложный план в реализации. Трампу нужны быстрые результаты, иначе давление будет расти. Вот поэтому Трамп и цепляется. Давайте построим стену на границе с Мексикой, давайте будем третировать Канаду, давайте сейчас заключим мир Украины с Россией там, и так далее. Это вроде бы легко, вот оно на поверхности лежит, да? Значит, это не требует какой-то там перевозки предприятий, создания новых условий, значит, долгой санкционной борьбы с Китаем и так далее. Мир, вот мир, Россия уже почти победила. Осталось только утрясти какие-то, значит, мелкие проблемы, давайте заключим мир. А я молодец, мы его заключили при моем последнем. До меня не могли, как он говорит, до меня Байден начал войну и чуть не довел дело до мировой ядерной. А я пришел, сразу мир заключил. До меня Байден заводил пачками иммигрантов, они тут, значит, ходили, наркоманили, значит, над американцами взялись. А я пришел, и сразу все, сразу этих мигрантов везут назад. Я договорился, их в Панаме принимают, любых там, в Венесуэле принимают, в Колумбии принимают, Мексика артачится, сейчас мы тоже. Мы уже включили 25% пошлин. Значит, сейчас они тоже быстро сломаются. И не таких обламывали. Сейчас что-то у нас с Канадой будет штатом. Будет следующим штатом. Гренландию купим. Хорошо, интересно, да. Самое главное, что действительно Канаде создает огромные проблемы. Значит, Гренландия уже реально бредит независимости. Кормить-то надо своего избирателя. Это как переходный этап, потому что Гренландия зависела от Дании, как от любого другого государства. Она бы зависела, потому что Гренландия самостоятельно существовать не может. Значит, но здесь же появляются Соединенные Штаты, которые могут обеспечить
Гренландии Опять же, появляется выбор. необходимую поддержку. Да. И вот, пожалуйста, Гренландия уже начинает суетиться, говорит, ну, мы вообще-то там не то, чтобы мы хотим войти в Соединенные Штаты, но мы хотим быть независимыми. До сих пор не хотели, сейчас хотим. Они и так были автономные, практически независимые. Значит, Дания у них, по большому счету, была этим самым страной, которая платила дань для того, чтобы Гренландия существовала. Значит, ну, теперь появились, значит, другие перспективы и так далее. То есть у него есть несколько направлений, на которых он рассчитывает получить быстрый результат, показать его. Кстати, вы видите? Я победитель. Да? Я и дальше буду победителем. И потом, потом выиграть промежуточные выборы в Конгресс, привести Венса на следующие 4 года или даже на 8 лет. А дальше уже Венс будет разворачивать борьбу с Китаем. Он тоже молодой, дорезвый парень. Значит, вот, и дальше будет побеждать. Значит, это как долговременный план республиканцев, даже не республиканцев, а трампистов, потому что есть разные республиканцы. Демократам это совершенно не нравится, потому что Трамп переключает финансы или пытается переключить финансовые потоки в перспективе в сторону промышленности. А демократы привыкли зарабатывать на банковском секторе. И чем больше денег уходит в банковский сектор, тем больше их уходит в карманы именно демократов. А чем больше денег вы получаете, тем сильнее укрепляются ваши политические позиции. Вот. Ну и вообще, в принципе, за такие деньги, как зарабатывают демократы, Байден и Клинтон и прочие, ни одну войну развязали, ни одно государство уничтожили. То есть надо понимать, что это значительно более эффективное средство зарабатывания денег, чем торговля наркотиками. И поэтому и значительно более безжалостное. И да, они вынуждены были уступить Трампу на этих выборах, потому что оказалось, что у них нет нормального кандидата, а за ненормального не хочет голосовать их электорат. Они в этом плане обсчитались. Не знаю, их там, у них внутри их команды был какой-то крот, значит, или просто Байден из-под контроля вырвался, когда его с Трампом выпустили в этот самый на дебат, и, значит, он был полупарализованным в течение 40 минут на глазах у всей нации. После этого демократы просто отказались голосовать из-за Трампа, то есть из-за Байдена, ну и за Харрис, потому что там тоже веселая женщина почти 80 лет, которая кроме ха-ха и хихи ничего объяснить о своей политической позиции не могла. И, в общем-то, благодаря этому трамписты довольно случайно прорвались к власти второй раз. Им повезло в какой-то степени. Понятно, что демократы считают это личным оскорблением и намерены восстановить попранную справедливость, прийти к власти навсегда, а этого Трампа и всю его команду пересажать по тюрьмам. Если у них не получилось в прошлый раз, то в этот раз они, значит, постараются, чтобы никто не выскочил, да? Из их надежных мохнатых лап. Так что у Трампа не такое легкое положение внутри страны и не такие, кстати, блестящие перспективы, как могут показаться со стороны. Самое главное, что это знают в Европе. Поэтому Зеленский трусливый человек, Макрон трусливый человек. Достаточно. Чего они вдруг осмелели? Они понимают, у них есть шанс, у них есть возможность. А если они подчинятся Трампу, то у них нет ни шанса, ни возможности. И поэтому они, как крыса, загнанная в угол, очень смелые, значит, и бросаются на всех. Вот. И пытаются эти свои возможности отыграть. То есть они пытаются расширить пространство, зону своего влияния. Расширить себе пространство для маневра и сузить его для Трампа. И вернуть, как только американская политика возвращается в байденовский стиль, демократы почти гарантированно выигрывают все следующие выборы. Президентские точно, скорее всего, и промежуточные. Главное, чтобы политика вовремя вернулась. Конечно, Трампа сложно заставить сейчас отступить. Но есть угроза импичмента, и есть возможность к этой угрозе пытаться привести. Ведь смотрите, какую ему создают обстановку. Его пытаются все время обвинить в том, что он сдает интересы Европы, США и коллективного Запада России, что он разрушает такие важные организации, как НАТО, Европейский Союз там, и так далее. И это имеет под собой определенные основания, потому что Трамп
пытается выбить из всех этих организаций леволиберальных политиков, значит, и провести фактически в Европейском Союзе правоконсервативный поворот, который произошел в Соединенных Штатах не до конца, но вот они власть захватили и стараются его провести до конца. Значит, а в Европейском Союзе правых консерваторов раз-два и обчелся. Там Орбан, значит, Фицо в какой-то степени, значит, ну и эти самые и очень ненадежные итальянцы, ненадежные поляки, ненадежные французы, которые, кстати, еще к власти не пришли. Даже придут, непонятно, что с ними будет. Вот, то есть Трампу надо приводить к власти в ЕС, ориентировать на него, а не на оппозицию ему политиков, для того, чтобы ЕС поддерживал его, а не его оппонентов. Вот и над этим они пытаются работать активно. А те, естественно, ему пытаются противостоять. Значит, вот получаются две группы, да, там вот Трамп и европейские консерваторы, с одной стороны, а с другой стороны, американские демократы, потому что уже явно не Байден. Значит, старика уже, я думаю, из гроба больше доставать не будут. Значит, вот американские демократы с каким-то их будущим кандидатом и европейские леволибералы, которые контролируют Европейский Союз, евробюрократию они полностью контролируют, и которые контролируют большую часть стран Европейского Союза, причем ведущие страны. И не только Европейского Союза, но и примкнувшую к ним Великобританию. Вот эти две большие группы сражаются. И Зеленский к одной из них примкнул. Раньше это была одна группа, которая боролась с Россией. Она раскололась. Конечно, это нанесло удар по интересам Украины, по интересам Зеленского. Но он просто примкнул к одной из противостоящих групп. Он не один. Он не одинокий боец с Трампом. Таких, как он, много. Вот. И в этом как раз его шансы, в этом шансы тех, кто его поддерживает. Их много, они представляют интересы не каких-то там абстрактных обормотов, а вполне серьезного сегмента европейской, американской экономики, банковского сектора, который умело и цинично направлял все финансовые ресурсы на протяжении последних лет, наверное, 30-35 в своих интересах. То есть фактически западная промышленность, не только американская, но и европейская, страдала от этого. Американская больше, европейская меньше, но в принципе там шли одни и те же процессы. И этот банковский сектор хочет вернуться к этому прекрасному положению. Ростислав Владимирович, прошу прощения, что перебиваю, но в таком случае ошибочно утверждать, что в Саудовскую Аравию кто-то приехал с явным преимуществом. Это я сейчас вот про делегации Соединенных Штатов и Украины. С явным преимуществом на нейтральную площадку не приезжают переговариваться. С явным преимуществом звонит посол Соединенных Штатов и рассказывает, что вы должны сделать, если у вас явное преимущество. Или, по крайней мере, вы приезжаете в Соединенные Штаты и ждете, пока вам расскажут. Вот это с явным преимуществом. Или может приехать там госсекретарь к вам, значит, и рассказать, собрать вас всех и рассказать, что надо делать там, и так далее. Ну, то есть разные. А когда садятся за стол переговоров, и Соединенные Штаты изначально говорят, мы хотим получить информацию, понять, насколько Украина готова на уступки. Если они этого еще не знают. Для того, чтобы это понять, им надо не просто позвонить Зеленскому и сказать, представь нам отчет, а им надо встретиться с командой, которую Зеленский послал на переговоры, и путем дипломатического зондажа выяснить, насколько Украина готова на уступки. Ну, это как раз является свидетельством того, что стороны приехали, в Саудовскую Аравию защищать каждая свои интересы. Конечно, у Соединенных Штатов больше возможностей, значительно больше, чем у Украины. И, конечно, у них есть все шансы Украину задавить, тем более, что они как прекрасно умеют пообещать тем, кто приехал на переговоры, если они займут правильную позицию, то Зеленский-то, может быть, и пострадает, а они нет. Так что я бы не недооценивал бы возможности Соединенных Штатов, но просто я говорю, надо понимать, что это не инструктаж приехавшего слуги, да, а это попытка восстановить свое доминирование абсолютное в этом государстве. Потому что сейчас
Украина в лице Зеленского и его команды склоняется к тому, чтобы быть на стороне противников Трампа и бороться с ним. Друзья, это был Ростислав Ищенко, ведущий Денис Воробьев. Спасибо, всего доброго.